Приветствую вас на моем канале. Сегодня я приготовлю блюдо, сочетание компонентов которого многих из вас шокирует. Мясо, пиво, медовая ковришка, сахар, уксус и горчица довольно странно, но поверьте, это ужасно вкусное блюдо. И называется оно фламандский карбонат, традиционное блюдо в Фландрии, как следует из названия. Фландрия долго была независимым княжеством и потому стала причиной раздоров между французами, бельгийцами и голландцами. Сейчас большая часть Фландрии находится в Бельгии, и ее малая часть это северо-восток Франции. Поэтому это блюдо можно назвать бельгийским, равно как и французским. Как ни странно, французы, помешанные на кулинарии и обычно претендующие на первенство всех рецептов, в данном случае даже не претендуют и смело называют это блюдо франко-бельгийским. Правда, Франция почему-то стоит на первом месте. Название карбонат происходит от латинского слова карбон или древесный уголь. Каким образом это связано с блюдом? Наверное, потому что либо его готовили на углях, либо потому что оно темного цвета и куски мяса похожи на кусочки угля. На самом деле, до сих пор это никто не выяснил. Но так как исторически основой экономики региона была добыча угля, то связь с углем очевидна. Кстати, интересна этимология понятия карбонат в русском языке, которое означает запеченную свиную корейку. Какая связь с карбонадом, не совсем понятно. Но если вы знаете, то поделитесь в комментарии, мне действительно это очень интересно. И не путайте карбонат с карбонатом, солью угольной кислоты, хотя у нас есть грамотеи. Как и когда появился этот рецепт, неизвестно, но так как карбонат называют ответом севера Франции Бургундии с ее бёв-бургиньоном, то есть говядина по-бургундски, то, скорее всего, их истории похожи. Я приготовлю классический фламандский карбонат без особых фантазий, то есть прям как надо. Классический карбонат готовится только из говядины, а так как это блюдо долгого томления, чем жестче кусок мяса мы возьмем, тем лучше. По аналогии с говядиной по-бургундски, все то же самое. Я взял два вот таких огузка по 800 грамм, то есть 1600 в сумме. Это достаточно жесткий кусок и очень хорош для долгого приготовления. Из овощей нам понадобится только репчатый лук. Великий Ален Дюкас, когда готовит свой карбонат, он использует два лука. Репчатый и лук-шалот, но у меня только репчатый. Темное бельгийское пиво, где-то 750-800 мл. У меня, правда, не темное, а амбре, но оно тоже отлично подойдет. Примерно 400 мл говяжьего бульона. Нам может понадобиться и больше, потому что мясо должно полностью быть покрыто жидкостью, но посмотрим, я потом рецепт скорректирую и в описании уже напишу точное количество. Бульон я использую, как обычно, из своих заготовок. По ссылке есть ролик. Где-то 50 мл яблочного уксуса, горчица, сливочное масло для обжарки. В некоторых рецептах используют сало или бекон, но я возьму сливочное масло. Мука, где-то тоже грамм 50, то есть 3 столовые ложки достаточно. 50 граммов коричневого сахара. В оригинальных рецептах используется местный сахар, который называется вержуаз, который получается из остатков кристаллизации сахарного сиропа. В качестве ароматных приправ для буке гарни я возьму несколько гвоздичек, веточка тимьяну и 3 лавровых листочка. И незаменимый ингредиент для карбонада это pain d'épices, то есть пряный хлеб, который у нас купить невозможно, но я его приготовил и покажу, как я это сделал. Ну и, конечно, соль, перец и растительное масло. Некоторые в этот рецепт кладут чеснок, но я считаю, что он тут совсем не нужен. Я начну с мяса. Нарежу его крупными кубиками, как для мяса по-бургундски. Никакие прожилки, сухожилия, ничего вырезать не нужно, потому что готовиться оно будет долго, и все это у нас разойдется. Я мясо приправлю, соль, перец. Мы потом все равно будем еще солить, но мясо нужно обязательно чуть-чуть посолить перед обжариванием. И добавлю муку. Вообще муку принято добавлять после обжаривания лука, но я считаю, что лучше мясо сразу обвалять в муке, потому что таким образом оно лучше дает ту самую коричневую корочку, которая мне нужна. Эту штуку сюда, мы будем сюда класть мясо, доску сюда. Теперь
Включаем нагрев. Нужно хорошо разогреть жаровню. Растительное масло, кусочек сливочного. Я буду обжаривать по частям, чтобы оно не сварилось. Нам нужна хорошая корочка. И засыпаю следующую. Мясо в муке всегда лучше обжаривается и не выделяет воду, что очень важно. Так, это тоже готово. Вынимаем. Пока мясо жарится, быстренько нарежу лук. Лук можно нарезать произвольно, потому что он потом весь все равно разойдется. Просто четверть кольцами. Пока в мисочку. Опять чуть-чуть масла. Сливочное. Закидываю лук. Сейчас я его чуть-чуть посолю, чтобы он лучше дал сок, чтобы деглассировать все прижарки, которые остались от мяса. Это самое главное. И сахар для карамелизации лука. Лука в этом блюде должно быть много. В этом смысл. Пока лук жарится, подготовлю буке гарни, наш ароматный мешочек. Тимьян, лавровый лист и гвоздику. Заверну в тряпочку и веревочкой. Пока отложим. Деглассирую теперь все уксусом. И можно выкладывать мясо. Прямо вместе с соком. Совсем вместе. Теперь хорошо перемешаю. Иногда выкладывают слоями. Мясо, лук, мясо. Ну, я просто перемешаю. Пиво. И бульон. Так, чтобы он полностью закрыл наше мясо. Как раз его точно я рассчитал. Положу буке гарни. Перемешаю вовнутрь. И теперь нам осталось сделать самое главное. Я беру мой пряный хлеб. Но перед тем, как его положить в мясо, я покажу, как я его приготовил. Французское название pain d'épices по-русски дословно означает хлеб со специями, или пряный хлеб, или по-русски пряник. Хотя, конечно, от пряника он все-таки сильно отличается. Так или иначе, это пряная выпечка с медом и специями. Происхождение пряного хлеба насчитывает тысячи лет. Прародителем его стал так называемый медовый хлеб, который пекли в Древнем Египте. Потом пекли греки, ну и потом римляне. Есть несколько версий попадания пряного хлеба в Европу. По одной из них рецепт принесли с юго-востока крестоносцы во время крестовых походов в 12-13 веке. По другой это был Чингисхан во время своих походов в Восточную Европу. Дело в том, что благодаря меду он очень калорийный и долго хранится, и даже использовался в средние века как антибиотик. И благодаря этим свойствам он стал незаменимым для воинов армии Чингисхана. А сам рецепт придумали китайцы в X веке во время правления династии Тан. И назывался он миконг, то есть медовый хлеб. Кстати, его и сейчас до сих пор пекут в Китае. И я думаю, что за наши пряники и ковришки мы тоже должны благодарить Чингисхана и татаро-монгольское иго. Как это не было бы грустно. Первые письменные упоминания о пряном хлебе во Франции относятся к 1372 году. В те времена прерогатива выпечки пряничного хлеба была у монахов, и он распространялся через монастырские сети в Северной Европе, и особенно на германских территориях. И потом потихонечку перекочевал на северо-восток современной Франции, в район Эльзаса, Рейнса и в Дижон. Тогда его делали совсем по-другому. Смесь муки, воды и меда подвергалась брожению в течение минимум 6 месяцев. И потом уже из этой массы пекли хлеб. И только в 19 веке с приходом промышленного производства стали использовать соду и разрыхлитель. Производство pain d'épices встало на индустриальные рельсы, было построено огромное количество фабрик, которые работают до сих пор, потому что французы просто обожают свой pain d'épices. Ну и как мы, пряники, наверное. 200 грамм пшеничной муки,
50 грамм ржаной муки, 50 грамм тростникового сахара, 100 грамм сливочного масла, 150 миллилитров молока, 250 миллилитров меда, 1 яйцо, 10 грамм разрыхлителя, пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли, 4 звездочки бадьяна, 1 палочка корицы, мускатный орех, пол чайной ложки кардамона, пол чайной ложки аниса, 7 горошин душистого перца, пол чайной ложки молотой корицы, 1 чайная ложка молотого имбиря, пол чайной ложки кориандра, 5 гвоздичек, щепотка красного перца и 20 грамм апельсиновой цедры. Технология изготовления Pan de Pis очень простая. Нужно просто все смешать. Я беру молоко, отправляю его в кастрюльку. Теперь отправлю в молоко все специи, кроме мускатного ореха. Молоко закипело. Выключаем нагрев. Аромат потрясающий. Теперь я сразу отправлю сливочное масло в горячее молоко, чтобы оно растаяло. Натру немножко мускатного ореха. Я все делаю на глаз, потому что точно отмерить, практически невозможно. Полагайтесь на свою интуицию. Соль и сахар. Так он лучше растворится. Соду и разрыхлитель я пока класть не буду, я потом уже в тесто положу. Накрываю крышкой и оставлю минут на 20, чтобы специи, ароматы настоялись все. Муку в большую миску я беру соотношение 1 к 3. То есть 1/3 ржаной муки и 2/3 пшеничной. Кому как нравится. Можно делать только ржаной, можно делать из белой, как вам угодно. Добавлю разрыхлитель и соду. На самом деле, может быть, достаточно и одного разрыхлителя, но почему-то в этом рецепте добавляется еще и сода. А как работает сода, я уже подробно рассказывал в своем ролике, когда делал лапшу для рамена. Если вам интересно, то посмотрите. И теперь через сито волью нашу смесь. Она уже хорошо настоялась. Протру, чтобы ничего не оставалось. Теперь вобью яйцо. И осталось только хорошо перемешать. Лучше это делать руками, потому что тесто нежное и комбайн все-таки не рекомендуется. Так, чтобы, конечно, не было комочков. Пробуем. Пряненько. Я специально положил чуть меньше сахара, чем положено. На самом деле нужно было где-то грамм 100. Но так как я делаю карбонат, все-таки очень много сахара мне не хочется добавлять. У меня специальной высокой формы для выпечки нет, поэтому я купил вот такие вот одноразовые алюминиевые. Они, конечно, прилипучие, поэтому надо взять бумажку. Готовил 2 бумажки. И смажу их маслом. Потому что это все-таки изделие такое, которое может прилипнуть. И переливаю нашу смесь. До конца не нужно, потому что все-таки она немножко поднимется. Это, конечно, не дрожжевое тесто, но тем не менее. И в духовку. Лучше всего, конечно, если у вас духовка с конвекцией, при низкой температуре 150-160 градусов примерно на час, может быть чуть больше. И во время приготовления самое главное, ни в коем случае духовку не открывать, потому что тогда тесто опадет и там внутри могут образоваться дырки. Нам это не нужно. Если вы боитесь, что хлеб подгорит во время выпечки, то накройте его фольгой. Мой Pan de Pis готов. Сейчас мы проверим. На самом деле лучше использовать термометр. Температура внутри хлеба должна быть где-то 99 градусов, тогда он готов. Ну, все, нож сухой, все хорошо. Теперь нам нужно завернуть его в пищевую пленку, пока он теплый. И в холодильник. Минимум на ночь, а лучше сутки. Хлеб за ночь настоялся. Теперь попробуем. Ну, видите, он легко отстает от формы. Мы сейчас его легко достанем.
О. И посмотрим, что у нас получилось. Эта штука совсем не похожа ни на пряник, ни на ковришку. Она очень нежная, мягкая. Как видите, все очень просто. Я нарежу ломтики где-то штучек, наверное, 5-6. Так, чтобы они легли сверху на нашу кастрюльку. Намажу их горчицей. Хорошо намажу. И положу сверху горчицей вниз. Не спрашивайте, почему. Так положено. Ну, можно было бы еще один засунуть, но так вот нормально. Вроде я ничего не забыл. Посолю я потом. И перец, уксус тоже доведу в процессе. Накрываем крышкой. И отправляем в духовку на 160 градусов часа на 3. Пока мой карбонат готовится, приготовим гарнир. И, конечно, лучший гарнир для фламандского блюда — это всегда картошка. Но картошку по-бельгийски я уже снимал в ролике про мидии, поэтому я сделаю просто жареную картошку. Но здесь тоже есть свои тонкости. Картошку почищу. Если бы она была идеально чистая, можно было бы, конечно, ее и не чистить. Но это не идеальная совсем. Нарежу ломтиками где-то по 3 мм. Конечно, удобнее использовать мандолину, но мне неохота доставать из-за 3 картошек. Выкладываю на салфетку, пусть она обсыхает. Хорошо нагреваю сковородку. Растительное масло, притом чуть-чуть, много не нужно. Жареную картошку французы называют pomme de terre sauté, то есть подпрыгивающая картошка. Ну, потому что ее все время переворачивают. На самом деле это обычная наша жареная картошка. Выкладываю картошку. Идеально, конечно, выкладывать в один слой, так с ней будет удобнее работать. Пару минут ее не трогаем, пусть она подрумянится с одной стороны. И делаем соте, то есть переворачиваем. Можно уменьшить нагрев и накрыть крышкой, чтобы она немножко пропарилась. Убираю ее пока в эту штучку. И следующую партию. Возвращаю первую. Маленький огонь. Добавлю сливочное масло. Сухие прованские травы. Черный перец. И соль. Накрою крышкой. И на минимальном огне пусть она доходит. Картошка очень любит трюфельное масло. Буквально чуть-чуть. Несколько капель. Все, пусть гарнир ждет наш карбонат. Накладываем. Еще один кусочек мяса. Картошку. Немного зеленого салата. Полью маслом. Перец. Чуть-чуть соль на салат. И бальзамического уксуса. Ну-ка попробуем. Довольно странный пряный вкус. Очень интересный. Ковришка сделала свое дело. Удивительно. Я бы сказал, что это блюдо все-таки будет поинтереснее, чем мясо по-бургундски. У нее более выраженная палитра вкусов, довольно оригинальная. Для большого сытного семейного обеда, или же вы хотите удивить ваших гостей, это блюдо, я считаю, идеальное. В общем, как говорят у нас во Фландрии, eet smakelijk en tot snel. Приятного аппетита и до скорых встреч. Пока.